Спасибо, друг. Пожалуйста. О, ой-ой-ой, сколько тут. Главный секрет. Сейчас пойдем по второму разу. Да. Ух ты, здесь все как надо. Голавень на резинку. Вот она стояла весь день. Гравицапа открывается. Я так ради прикола наверну из котелка картохи. Вот головли. О, первое, ребят. Блин, ребята, офигеть. Ну чё? Немножко спросил, и потом что-то оборвалось с ним. Уже была одна поклевка. Уже даже чуть-чуть тащил. 3 метра. Фу, первое. 3 сорвалось. О, первое, ребята. Хорошенькая. О, рыбкой пахнет. Ну чё, в садок ее и дальше рыбачим. Фу, ружки дрожат немножко. 3 уже есть рыбки у меня. 3. На ужин уже наловил. А вот и вимбасик. За верхнюю зиму. Ага. А был бы меньше крючок, и вряд ли. Да, хорошо сидит. Ну, неплохая такая вимбасина. Да. Средненькая. Ну ничего такая. Плотва воблинного размера. Ну, отлично. 3-3. Я уже выспаться успел. Выспаться? Да. Здорово. Да. Ну как? Кайф. Эти передо мной. Чик. В поворот. Думаю, блин, неужели сюда? Там еще с большой дороги. И я думаю, не буду я обгонять, лагерь-то занят. Ну. Ну а что у тебя? У меня 3 штучки, да у бати 3 штучки. Ну, отлично. Но у него, правда, 2 плотвины, 1 вимба, у меня 3 вимба. Ой, я там. Что, уже к жарехе готовишься? Ну есть неплохие, слушай. Плотва у тебя там, или голавы? Плотва, вон. Плотва. Хорошая. На проводку, да? Нет. На донку? Да. Костян, где твоя плотва? А у меня 3 вимба там. Одна черненькая такая, небольшенькая, и 2 таких побольше. Ну сегодня и холод закинем, посмотрим. Ну, штук 5 у меня сорвалось, и эти поводочки оборвали. Я уже распсиховался, плюнул и И пошел спать. Из шнура сделал поводок. Правильно. Чешую отдельно, рыбу отдельно. А что, вот зачем туда ведро ставите? А я боюсь выпрыгнуть. Ну что, салют, рыбачки и рыбачки. Вот мы и снова встретились. Погодка нас радует. 22 градуса. Первые теплые весенние дни. Солнце лупит таким мощным теплом. На реку я приехал только что. Сейчас 2:30 дня. Костян с батей приехали чуть раньше и уже успели обрыбиться. И Костян, и батя поймали несколько вимб, поймали парочку плотвиц. Батя, как всегда, уже чистит рыбу.
3 вимби почистил. У меня чешуя даже попадает. Чувствую, сейчас будет жареха. Лагерь Костян с батей уже поставили. Поставили шатер. Костян уже даже успел поваляться на своей любимой кровати. Костян взял с собой свой афганский казан 8-литровый. Он уже и поставил кухню. Обнаружили мы также, что в нашем лагере кто-то делал походную баню из камня. Каменка сложена, не разрушена. Поэтому я взял с собой палаточку. И мы вечерком еще и баню устроим. Потому что жить нам здесь 3 дня. И чем ходить потными и грязными, вода-то холодная. Сейчас 11 градусов температура воды. А так у нас будет банька. Можно будет помыться. Ну чё, Костяныч, ты уже отдыхаешь? Жареха у тебя сейчас будет. Ну, щелкни на камеру там. Ну, включи, в смысле. Ох, красота. Слушай, ну жарище, блин. Офигеть. Мы с Костяном будем ловить на перекате. Вот, а батя нашел другое какое-то местечко. Похаживает туда за рыбой. Чуть ниже по течению. Ну, а мы будем ловить в своей струе. Как говорится, что мы, Костян, с тобой в струю попали? Вимба. Ух, как оторвалась. Оторвалась? Слушай, ну клевала хорошо, и удочка у тебя сгибалась тоже хорошо. Оторвалась. Она сделала 2 таких мощных рывка и все. Зараза. Она губу себе порвала, Кость. Я не засек. На что ловишь, Костяныч? На 3 опарыша. На 3 опарыша. 3 поросенка. И крючок у тебя, я смотрю, 8 где-то, да? Так и есть. У тебя очень серьезный вид, когда ты насаживаешь чего. А я должен веселиться, плясать и подпрыгивать? Нет, просто... Понюхай, как вкусно пахнет. Ну, а маханешь? Надо добросить до тени. До тени? Ну да. Костян, ну докладывай, как было, когда клевала, когда перестала клевать. А как приехали, закинули, сразу начало клевать. Ага. Сразу начало клевать. Но я долго вычислял место. Там тоже, знаешь, в одно место кинешь, нету, а в другое в какое-то попадешь 2 метра мимо. Ну, левее, правее там. Уже начинает сразу. Она причем сразу берет. Вот только падает кормушка. Сразу. Дуды. А где-то уже часам к 2 стала переставать клевать, да? Да, к 2, даже раньше. Да, раньше, мамак. О, Костяныч. Тянется? О, красота. Уху-ху-ху-ху. О, хорошая. Сейчас подсак готовить? Я сам. О, А приятно она. ой, как давит. Да, вон она, красотка. Вот первая твоя вимба. Сашка.
Что ж ты не кричишь? А Как, чё? как бешеный Игорь. Ага-га-га-га. Ну, Костян, заглот в полный. Ой, какая красивая, белая. С икоркой. Полный заглот. Есть у тебя Есть, анти? есть. Ну, ты доволен, Костян? Шикарный сырец. Хорошо, я и выспался. На природе меня так срубило, где-то часов в 10, как она перестала клевать, и чувствуешь, со стула падаю. Ага. Хорошо, что кровать взял, Да, молодец. но ночью холодно. Мы приехали утром, Ну, понятно. в 7 утра дубар был. Масло у нас год пролежало. Яблоки что хочешь. Ну, что, прожарилась, Кость? Ох, красота. Шарик маленький пенопластика одену. 10 номер крючка у меня. 0,16 лесочка. И монтаж с кормушкой, с крыльями она всплывает. Неплохо. Поводок сантиметров 50. Сейчас оденем к этому пенопластику парочку опарышей. А пенопластик в данном случае воспрепятствует тому, что труднее будет ей выплюнуть. Труднее будет ей выплюнуть крючок с пенопластом. Он будет там во рту так турбулентность создавать. Ну что, закинем сейчас. Забьем кормуху. Комбикорм хороший. Так плотненько держится. Долго не размывается. То, что надо на течение. Отлично. Поклевочка была. Немножко, может, я не так кинул. То есть я кинул в струю, но леска идет вот так, а течение так идет. Лучше бы, конечно, вот так леска стояла, перпендикулярно. Тогда меньше шансов за камень зацепиться. Ну, посмотрим. Если что, потом кину перпендикулярно в самый конец струи.
Опять поклевка была. Ух ты, блин. «18:07». Знаешь, почему этот термос хорошо держит? Ну, налей мне тоже, пожалуйста. Там уже такие не самый пиле. жир. Ну, отлично. Потому что у него пробка в 2 раза длиннее, чем у обычной. У него обычные вот такие. Вот он какая. Экспедиция тоже длинная. А знаешь что, Костян? Ты заметил, что хорошо клюет утром и ночью, а вот днем всегда такой, как бы чил, да? Да. Солнце, мне кажется. Мы же давно вычислили, что это солнце. А вот когда солнце, то есть солнце, когда утром там и здесь в лагере тень, она Солнце отлично там. берет. Да, солнце там, в лагере тень хорошо берет. И вечером, когда оно уйдет туда, за те деревья, тоже будет брать. Вода прозрачненькая, смотри. Да, да. Видно все на дне. Все-таки думаю, что это бобровая столовка, Саня. Вечерком будет, Костя. Да? И мне нравится, вот когда мы у костра сидим, я, может быть, даже поставлю все-таки пикалку. Сидишь у костра, пик-пик, пошел, вытащил, да? У тебя не было поклевок или была? Была такие, ну, дры-та-та, и все. Ну, это да. Если у мух есть потомки, Саня, и есть пращуры, значит у них должно быть... Ты про опарышей, в смысле? Ну да, про... О, нифига, долго. Ну и что про мух? Но у них должно быть такое вот чувство этих, патриотизма. А, по отношению к своим пращурам? Да. Ну типа мы, Мы через такое говно прошли. да. Да мы, мухи, всю жизнь в этом навозе. В навозе это уже по жирному, Костян. Да. Как ты видишь, она сейчас днем так вот, ну, дрык-дык-дык подергивает и все. До того, как солнце в зенит поднялось, Саня, То есть в обед, грубо говоря. да. Вимба так клевала, что уж удочкой подпрыгивала. А потом вот такая вот началась. Ну, марево пошло. Но мне кажется, Вимба, она уходит, а приходит, Она как бы в ямке ложится. а уклейка приходит на ее место с плотвой. Ну да. И вот это вот их, вот это вот, Как говорится, каждая в свое время дня, ну, суток. Приходит уклейка такая, Вимба уже все отдежурила, такая пост сдал, уклейка такой, доброго времени суток. да, именно так, потому что уклейка, она А уклейка такая очень вежливая, она вежливая, да, да. такая Душнила. подтянова, да, подтянова. душнила У такая. нее же даже морда такая. Да, Здравствуйте. В наша очередь, вам пора. да. Освободите. Вимба такой, хорошо, с этой мордой вниз. Хо-хо-хо. Гундосит. Иногда плотвица приплывает, довольно покрупнее, уклейки леща даст. Уклейки леща. А лещу просто даст. Да, вы же сегодня, а вот это да. Вы же сегодня поймали плотвиц. Да. Две плотвицы рассказали небылицы. Красноперые девицы. Рыжеперые. Рыжеперые, А знаешь, от этих уклеек, от них избавиться хорошо, это если, ну вот, в струю бросать чисто. Согласись.
Хорошо клевала, Костя. О. Еще и сидит вроде. Да, хорошая, смотри. Пацак. Блин, О, первая полноценная твоя. от А до Я. От кончика до хвоста. О, Костян. Все, Костянчик, скоро нерест. Да? Писает? Писает, и посмотри, какая она. Шуршавая, да? Посмотри, она шершавенькая, видишь? Да. Видишь, точечки уже на голове появились такие. Угу. Видишь, точечки у него, Костяныч? Да. Самец. Слушай, такая приятная прогонистая рыба, блин, Красивая. очень красивая. Во, Костяныч, подогнали нам фонари, зацени. Я уже свой распечатал, Да? один тебе, один мне. Это мне? Это тебе, да. А батьке, ну и другим еще пацанам, вот эти маленькие. Угу. А нам с тобой вот такие. Слушай, я Может, уже 3 рыбалки был, ну, с Да. батькой. Вот видишь этот берег? Да. Сколько тут метров? 150? 100? Угу. Ночью врубишь, полностью весь берег видно. Вот посмотришь ночью. 4000 люмен. 4000 люменов. Ну. Это, если по-старому, то 4000 восковых свечей. Это одно, а во-вторых, если ты положишь бумажку на рефлектор, Так. то она через минуту загорится. Ну, То то есть это, ну, положишь палец, обожжешь палец. То есть, для чего? Это специальный поджигатель такой или что? Нет, это просто, ну, это такая просто- мощь адская. Понял. Ну, открывай, давай заценим. Так такая упаковка приятная, что открывать не хочется. Офигенная, да, Ты такая. гладишь это. Материальчик. Да, ну и мне нравится этот логотипчик с совой. Прикольный. А почему ты думаешь, что это с совой? Может, это с попугаем? Ну нет, это филин или сова, что-то такое. Да? Ну да. Ну, что там написано, смотри, 4000 люменов. 114 метров. Луч. Да. 2 месяца горения. Ну, на максималке он 2 месяца гореть, наверное, не будет. еще и магнитик USB чарджер. Вот это офигенно. Я заряжаю просто на магните чпок. Открывай, смотреть Мгм. давай. Ладно. Открываем. Инструкция. Коробочку. Туда пока. Инструкция маленькая. Но там есть на русском. Ну, это прекрасно. Да, вот управление, все дела. Качкали. Ой, так, вот он, этот фонарь, Это да? сам фонарь, да. Слушай, а это что Это такое? зарядка магнитная. Ух ты. Этот ремень на голову. Тяжеленький такой, да? Тяжеленький, да. Есть также прищепка, ты можешь там, ну, на велосипедный руль Да. ставить его. Ну, Класс. открывай фонарь. Ух ты. Слушай, он на голове, кстати, не кажется тяжелым. Да? Да, открути заднюю крышку. Вот эту? Да. Ух ты как. Она, туго он отходит. водонепроницаемый. О, ничего себе. Так я могу нырять с ним? Ну, типа да. О, ни хрена себе батареечка. Ну, 5000 Вот это миллиампер. да. Если такая накроется, где искать У замену? них на сайте. Ага, Видишь, там 2 резинки. да. О, Вау, ёп, блин. красота. Поверни на камеру разок. Нет, это невозможно. Да, Мне это ад. всё, вот ночью я ты сжег увидишь. себе глаза, блин. Ну, Ребята, вырубай. Она как сварка, короче. включайте от себя, да, потому что у меня сейчас пятно вот так Да, в глазах, да, блин. Еще раз. Что, пальнуть в тебя? Ну, пальни. Матрицу выгорим? нафиг? Не,
Пленку засветишь. Все, хорош. Это сейчас не максимальный режим. Нажми второй раз. Да? Да. Еще раз. Нет, тут Ну, короче, Кость, там надо посмотришь в инструкции. Там турборежим на 3 клика включается. 3 быстрых клика. Ночью, короче, увидишь. Блин, Нет, я днем только даже не не в вижу меня. ничего. Темной Нет. ночью Смотри, вообще. смотри, Да. дерево. Это, Сейчас как бы это день при как всё. солнце еще. Еще да. при солнце, да. Ну, ночью ты посмотришь, что он творит. Это вообще что-то. Да. Так, давай теперь попробуем, как он на лбу сидит. Давай. Давай батин фонарик посмотрим, потом на лбу. Открывай. Открывай. Я? А, Сергей открывай. Думаю, шишки тушить будем. Но Шишки тушить. рыбы мало, шишки будем в новом казане. Это такой супер легкий фонаричек. Какой. Его можно двухсторонний скотч куда-то клеить. Видишь, у него есть малюсенький легчайший ремешочек на голову. Так, Вот. Его продеваешь вот через эти ремешок. Вот через... А, нет, подожди. Как продеваешь? А, ну вот. Просто через эту прищепку. И она, видишь, прищепка может на карман. Очень удобно. Бывает, когда в кепке, если фонарик... куда? Да, если фонарик над козырьком, то вечно козырек мешает, знаешь, под носом видеть. А вот этот на рубашку крепишь. так он такой есть? Все, это фонарь. А где нажимать тут? Да. Ух ты! Ох, как светит. Вот это Вот можно двойным кликом переключаешь между вот красным и белым. Но светит тоже капитально, да? Только не в глаза, ребята, только не в глаза. Ну вот да. на майку приделай. Да, легенький, куда хочешь. У большого этого, я думал, он тяжелый. Я Я тоже. думал, что он как бы будет неудобно. Он так распределен вес хорошо, Я что тоже Что уши удивился. перевешивают. вообще нет, ты его не ощущаешь. Ну, вруби. Нет, нет. Вот раз и все удобно. Белка-то. И легенький. А резинку ты можешь, ну, одел на шапку ее, и так же само этой прищепкой на резинку зацеплять да. можешь. Да. И заряжается он от этой, как телефон, зарядкой просто. Не надо батарейки. Резинки, Саня, как я понимаю, чтобы крепить на руль велосипедку. Ну, куда хочешь, на трубу, на какую. Ну, от трубу, да. Ну, Так. то есть вот представь, Да. вот труба. Вот, Раз, Да. И причем там, видишь, раз. есть. Да, там в комплекте два. Все, и поехал в клубешник на велосипедке. Вот крышечка для зарядки. И у него тоже 3 режима по яркости, и что по красному, что по белому. И резинки 2 в комплекте, там для малой трубы, для большой трубы. Белый, красный и лайт. Ну да. Ну, то есть облегченный. Может так вот вешать куда-нибудь на елочку. Ну, в общем, будем испытывать. Пока что 3 рыбалки я пользовался этим большим. Ничего плохого сказать не могу. Как этот маленький, ну посмотрим у бати. В принципе, маленький мне даже нравится тоже очень, потому что он... ну у нас тоже по одному Да? такому есть, по О, маленькому. круто. Потому что он легонький и... Вот я как раз хотел для майки, для кофты, чтобы когда вот этот гемор вечно ж ночью одеваешь даже шапку без козырька Да, или потому что козырьком мешает назад, он, иначе да. козырек закрывает все под носом. Да. А с этим будет нормально. Думаешь, он не будет вверх светить? Нет, он будет на майке у тебя. На майке, да. Вот Ну, на как карман его повесь. Он довольно жестко так цепляется. Что он Все, выпадет. пожалуйста. Костяныч, ну а что, сегодня не будем ничего готовить? Нет, Типа рыбы поели жареной. Ну, так что-то надо... Я из дома взял всякий хамон, что-то там у меня йогурт какой-то, яблоки, бананы, все вот это Ну, надо короче, что у костра вечером точить есть? заточить. Ну, Хорошо. точим что-нибудь. Баню завтра делаем. Да, и плов завтра буду делать. Завтра, короче, у нас днем плов, вечером баня. Да. Утром клев адский. Такая Утром, да, схема. такая Кофе, схема. встаем, кофе, купаемся и 120 вимп.
Адский Отпускаем. клев, потом Да. плов, вечером баня. Да, Приедет главный банщик завтра. да. Но сейчас еще половим же, посидим. Популовим, да. Идеально. Да, Костяныч? Не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Ну что, по чайку? Обязательно. Индийский чай, французский чай. Чай. Ну вот, зажгли костерчик. Рабочий колхозник. Рабочая колхозница. Молот и серп не хватает. Да. Зажгли костерчик. Вечереет. Ну вот. Клюет пока так слабоватенько днем. Но уже скоро начнется. Батя пошел немножко в другое место, там ближе к перекату. Вот. Ну а мы зажигаем костер и готовимся к вечеру. Кайф. Баню сегодня будем делать, Костян? Баню завтра, Да. когда Игорь приедет. Да. Банщик. Надо ему сказать, чтобы веник взял. Кстати. Можно березку молоденькую найти, наверное. С крошечными листочками. Девственную. Ты, а там какая-то яблонька, что ли? Или рябинка? Нет, яблонька. Какая-то фруктовая штука. Да. Боярышник, по-моему. Может быть. А вот черемуха, которую надо вырубать срочно. Потому что... холода в земле. Не очень активный клев сегодня вечером, но зато очень приятный вечер. Очень тихо, тепло, безветренно. Батька зовет меня пойти посмотреть там еще одно местечко. Там какие-то ребята сидят. Спросить, что у них там. Вот он, может, останется там половит. Смотрите, как стелется дым над речкой от нашего костра. Ну что, пошли посмотрим, что там у ребят. О, как бобер покусал. Смотри, не падает березина. Давно покушал. Ага. Ну что, тут будешь оставаться? Ну, это не знаю, что тут делать. Уже почти 9. Ну, ребята головля поймали, и ты поймаешь. А вы на ночь, да? Ну, мы до воскресенья. По-взрослому. Ну, да. А головля покажешь или отпустил? Покажу, пойдем. О, блин, ничего себе, слушай, торпеда. Хорошая. Красота. Так у вас три головы. А, одна плотвина. Одна плотвина. Или ясь, погоди. Ясь, не? Нет. Не, смотри, ясь. Где? Глаз полностью красный. Это ясь. Вот. Нет. Да, это не плотва, это ясь. Посмотри, голова желтая. Это езек. Не. Да, ясь. Я ж потолще. Этот не дорос. Ну да. Слушай, тут столько этого головля, что его даже можно не специально. Ну вот видишь, его коряги, это любимые. Можно там спиннингом прокидать завтра. Коряжник. Хорошая была потяжечка. И это теперь. Или это так? Нет, Это на течке. А это ты на вимбу, не на головля закинул. Ну, жирное местечко, конечно, у ребят. Жирная. Такая струя хорошая, но не такая сильно интенсивная. А на втором берегу коряжник с обраткой. Ну, такой голавлик у них, и второй голавлик, и езек. Зачет. Но вимбы нету. Смотрите. Черемуха.
уже доцветает. Вот, батя остался тут порыбачить. А пойду к Костянычу, чтобы ему там скучно не было. У Баси-то компания теперь есть. Вот. Но мы начнем костерчик жечь, пить чаек и беседовать. Сегодня долго сидеть не будем. Нечего засиживаться. Надо завтра на утренний клев вставать. Половить бимбася. Вот. В обед завтра у нас плов в афганском казане. На костре. Вечером приедет Янчик. Приедет Игорь. Вот. А между пловом и вечером мы с батей прогуляемся немножко на спиннинг. Раз голавль активный, ну, надо этой ситуацией пользоваться. Вот батя палаточку уже поставил. Вот. Ну и завтра было бы прикольно все-таки забасать эту баньку. Кстати, эту баньку вот эти пацаны и сложили. Ну чё, Костяныч, как ты тут не скучал? Я себе лежбище сделал. Лежбище? Лежбище. А, так ты будешь в этом, в навесе спать? Да, слушай, я туда зашел, там тепло. Да? Ну, отлично. Короче, Костян, место там зачетное. У них голавлик килограммовый. Вау. У них голавлик полукилограммовый. На донку, да? Да, и ясь. Ясь? Да. Ясь! Да, но они думают, что плотва. Я бы и сам не отличил. Я тебе И покажу. ни одной вимбы, да? Я тебе покажу, в чем отличается. Вимбы нету пока, да. Вот и есть такая программа по какому-то западному каналу. Голые и напуганные называется. Голые и напуганные? Да. Не видел ни разу? Ну, что-то там отрывки какие-то видел. Ну, как обычно, там 2 или 3 человека полностью голые. И полностью напуганные? Да, но напуганные-то они уже там изначально. Да. Высаживаются где-нибудь типа в Бразилии. А вот это все, вся голость, она заблюрена? Ну, заблюрено, А. да. Я тоже думал, что там. Есть что посмотреть. Да, но нет. Татуировки только. Ну, Ну вот. Ну понятно, что там операторская команда с ними. ну понятно. И что, скорее всего, там все по сценарию сделано. Но тем не менее, меня удивляет просто люди вот там, они там какие-то продвинутые выживальщики там, куда-то еще. Что-то у них какие-то баллы и рейтинги выживания. Да. Ни один из них не знает, что такое надья, Саня. Что почему? проще, положить 3 бревна, поджечь, и тебе ни дождь не страшен, тебе не холодно ночью. Они же все строят какие-то шалашики из палочек. Да. Это все прогорает, ночью они просыпаются от холода, опять начинают собирать палочки, и вот это вот. А то есть там не так, что они не знают, а то, что ты сделал вывод, что они не знают. Ну да. И также точно они все там крутая программа, там куча народу из Америки хочет там участвовать, все там в очередь выстраиваются. Да. И никто из них ни разу не построил элементарный убежище типа чума, чтобы в центре был костер. Они все делают убежище, шалаш, и на расстоянии 3 метров костер жгут, и потом мерзнут в этом шалаше. И вот это мне всегда удивляет. Что же это такое, ребята? Как так? Ну да. Выживальщики такие вот они. А мне кажется, может быть, это даже специально так сделано, чтобы, знаешь, зритель сидел и думал, ну лошары, ну я-то смог бы там выжить-то, ой-ой-ой, вообще за простульку. Может быть, да. Вот у нас сейчас, Костян, будет классическая надья из 3 бревен. Да? Вот это начнет прогорать, и они начнут друг на друга уплотняться. Да? Единственное, вот это надо было бы положить свежее, видишь, оно у нас уже подгорелое. Но Угу. нам сегодня не надо сидеть до утра, поэтому нас устраивает вполне вот такая. Да. Красиво? И дождь пойдет, и ему пофиг будет. Абсолютно, потому что он же имеет скат. Да. И тебе остается только сделать вот с этой, с моей стороны стеночку какую-то,
за нами, Да. а мы сидим. И Чтоб лечь, стеночка отражала да, тепло от костра. и лечь между стеночкой и бревнами, и Да. все. И ты уже не замерзнешь даже. Мы с Мишкой При так ноле. делали. То есть ветер дует, допустим, оттуда. Мгм. Весной, когда мы на леща ездили, мы выкладывали, забивали 2 кола, выкладывали длинные двухметровые вот Жерди? такие вот бревна. Между ними укладывали растопку. Под ними просто зажигали костер, растопка схватывалась. И ветер вот так дул, и она как газовая плита. Мы вот так в креслонах вдоль сидели. Шикарно. Иногда только надо переворачиваться другим боком. Да, чтобы не спалить себе. Ну вот, смотри. Но. 10 человек можно. Для комаров сейчас нету стабильности. Нет, Дубак или жара. вот именно. То есть или высыхают, или замерзают. Или только из заморозки разморозились, сразу высыхают. Так не только комаров, вон рыба стоит, ни одной мухи нет. Ну да. Даже мух нету, точно. Мухи есть, но мало. Ну, Даже это- сегодня пару каких-то я видел таких типа ручейников летающих. Но это другое. Ручейники есть, да. Но ручейник, Костя, он в воде, он от температуры воды зависит. А комар от температуры воздуха. Одного комара видел сегодня. Да? Муравьи хозяйничают здесь в лесу зато. Ну да. Это да. И причем летающие есть муравьи. Муравьев прям там дальше в лес выше по течению есть муравейник у воды прямо. Около елки большой, поваленной. Так там муравьи такие, ну, наверное, под сантиметр. Серьезно? Вцепятся, штаны снимают. Летающие это мамки. Да. Они в какой-то момент разлетаются и новые семьи создают. Ох ты, я мой. Ну, а у ребят, и у тебя даже не дергало? Они сейчас подопьют. Я, А кстати, говорит, ночью не будем сидеть, утром тоже не рано. Не, ну мы-то собираемся рано, да, Костяныч? да, мы хотим рано. Чтобы Да. в 6 уже Не, в 6 поздно. поздно, в 5. А черт его знает, как может Ну, быть такой Костяныч, в дубак? 5, Ну в 5 надо встать. Вот 5 как встать, надо. полшестого уже, чтобы. В принципе, пока кофе будет завариваться, надо уже донышку Пока закинуть, пускай стоит. Пока кофе. Ну а ты утром к ним пойдешь или здесь будешь? Туда я оставил же там. А, донку оставил, да? Но я не закинул и вытащил. Ну правильно. Иначе утром бы у тебя началось утро с того, что тебе б надо было перевязывать оснастку. Перевязывать или с их смоталось, Ну будет да, 4 удочки. Ну тут же Нет, тут-то у тебя нету чужих удочек Ну, и да. коряжника нету. Нет. И течение не такое. Тут тебе снесет в центр и все. Не, ничего не несет. Я, кстати, классные кормушки купил. Ну, да, еще в прошлом году. А вот для этого места самое то. Да? У него свинцовый шарик внизу. Да. С подвеской, типа ведро. И сверху идет ведерко, да. Ну да. Костяныч, а что, звенело? Да, и даже 2 раза. Перезакину я тогда. Смотри, Костян, весь берег освещает. Угу, класс. Сразу видно, сколько пыли в воздухе, да? Это не пыль. А, это влага? Это... Дым от костра, наверное. Не, это споры деревьев. Цветет же сейчас все. А, понятно. Так сейчас в воде много спор деревьев. Мелочуга, всякий малек это жрет. Да? Ну. Ну, Костяныч, следи за поклевкой, да? Угу. Ну чё, Костяныч, все? все, баиньки. Тогда в 5 раз будешь, да? Завтра ж надо. Да. Завтра ж надо рыбу ловить. Ну давай, Костяныч, до утра. Давай, Санька.
Саня, давай. Твой кофе готов. Слушай, ну вообще почти не спал. Серьезно? Почему так? Так без понятия. Я вообще как мертвый отрубился. Только встал, потому что мочевой пузырь распирал. А ты, может, в респираторе спал? Да-да-да. В нем. А ты когда... Ты вылезал во сколько? В 5? В 5 будильник прозвенел, я и вылез. Ты вылез. То есть... Но батя уже шарохался минут 10. Я уже услышал, как он кряхтит тут. Я посмотрел на часы без 10, думаю, нет. Ну вас нафиг. В То 5 есть... ровно встану. То есть... Без 10-10. Ты услышал, как шарохается батя. Без 10-5. Силой воли ты сдержался, чтобы не встать. Да. И 10 минут дождался звонка будильника. 10 минут я еще задрых. Задрых. Зазвонил будильник. Ты вышел из палатки Угу. и удалился в лес по неотложным делам. Нет, неотложные дела я ночью справил. Неотлитным делам. Ночью справил. А, ночью? Да. А меня ты пошел будить в 5 часов 19 минут. Ну, 15, но я был, пошел, было 5:15. Да, но когда ты дошел до машины, Было 5:19. опять 19. Вот так вот шел. Ваня! Батя ушел, как ты встал, он пошел на то место, да? Он посидел тут, погрелся, сказал, мне холодно. Я смотрю на него, у него футболочка, а сверху штормовочка брезентовая, больше ничего, никакой одежды. Ну, если без трусов? Я имею в виду. Верхний? Верхний, нижний, в штанах, в сапогах. Так он кот в сапогах. Представляю, батя сидит у костра без трусов. В штормовочке. Да. Как в этом, в каком-то однажды в России. Мусагалиев, ты должен прийти завтра, привезти родителей. И форма одежды белый верх, черный низ. А не как в прошлый раз. Белый верх, белый верх. Надел 2 белых рубашки и пришел без трусов. Утром какие шутки юмор у нас искрометные. Так, там есть крючочек? Крючочек есть. Но более ничего. Стенографистка, запишите. Пишу. 5:38. 5:38. 12 мая. Раствор коварен. Раствор коварен. Под самый бережочек. Под самый бережочек. А смотри, сколько пены. Не было ведь столько. Вчерась. Видишь, чем ниже вода, тем больше на перекате образуется этих пузырей. Чем ниже вода, тем ниже
тем выше камни. Социальная ответственность Вимбы. Да, Вимба позволяет себе непозволительное. Пойду я тоже заброшу тудой. И приду. Давай. Одну вимбу поймал. Поймал, да? Ага. Но здесь пока, ну вот я забросил минут 10 назад. Подергивает. А так как хапнул большущую. Это, наверное, самую большую. Да? Да. Мужики спят в том лагере. Вот сейчас один вылез, такой чумной. Говорит, сидел что-то в 4 там. Вроде бы 2 или 3 головлей поймал. Ночью прям? Да, одного больше того большого в 2 раза. Ничего себе. Оборвал крючок. Вот поставлю такую мормышечку пластиковую. Леска, наверное, 0,2. Попробую. 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 Здоровый, конечно, крючок. Ну, посмотрим. Сорвалась. Хорошо, сначала так тянуло. Привет, у тебя костюм. Ух ты. Живи. Нету? Не та рыба. Слушай, знаешь что, Костяныч? Я же вчера после обеда приехал, тоже клевало. Да? Это самое. Я смотрю, там на том берегу бьет. Кто-то бьет. Кто-то бьет? Да. Кого? Я, наверное, кого-то побивает. Я, наверное, возьму, сооружу спиннинг, пойду здесь, перейду на тот берег, Давай. погуляю немножко. Попробую Отличная хищника. идея. Конечно. Раз это вимба Раз дурит, так, да, активности вимба нету, пойду хищника половлю. да? Пойду я, ребята. Что-то вставали с утра. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Не вимба, а какая-то мелочуга бьет. Пойду попробую уголовлю щуку, может быть, пока еще 7 утра нету. Может, еще не опоздаю. Вот. Вимбы мы еще наловимся. Никуда она от нас не денется. Она такими наскоками, набегами. То прям одна за другой, то такие затишки. Бэкфлип, Костян.
Кто-то есть, Костян. Кто-то есть. Кто-то есть. Да. О, голавль, что ли? Не, видно. Ого. Смотри, какая. Хорошая. Не надо, зачем ты? У меня там толстая леска. О, Слушай, какая мама, да, Кость? да, жирненькая. Ого. Заглотила, да? Ой, я уже переградил камеру. Слушай, ну это уже экземпляр, да? Хорошая. Не совсем отпустила меня Вимба. Перед походиком клюнула такая хорошенькая. Пойду посмотрю, что там у бати. Попробую в его местечке под корчи побросать немножко. Поставил вот такого кренка. Понтон 21. Как он себя покажет. Тут просто я иду сюда, потому что тут еще тень, а у нас в лагере уже там, где я хотел побросать, там уже солнышко на воду упало. И тут вот уже солнце появится, видите? Вот елка вся в солнце, а коряжник еще пока что в тенечке. А? Появилась и притихли головы. Притихли головли? Да. Ну это утром били капитально. Ну. Чуть опоздал я, наверное. Не, ну было запланировано Вимбу пробовать, вот я и сидел. Здоровенная. Да, под килограмм, слушай. Наверное, самая твоя большая, да? Вот. Вот утром, пока мы с Костей Вимбу высиживали, здесь коряжники голавль бил. А вот сейчас уже 7 утра, молчок, тишина. Завтра тоже встану рано утром, но сразу буду пытаться головля поймать. И как-то я не заметил разницы между дневным клевом и утренним. По Вимбе я имею в виду. А вот по хищнику прям сильная разница. Вот, но хищник еще вечером может выходить. Но в любом случае, раз я уже одел забродники, поброжу, погуляю здесь около лагеря. Кидаю со второго берега.
места. Ну, там наш лагерь. И зайду на остров, и по острову пойду на тот берег. Вода прозрачная. Заводи. Какое утро красивое. Просто не налюбоваться. Там в воде бревно лежит. Попробую проводочку сделать. Аккуратненько. Ну вот смотрите, ребят, с утра здесь буйствовал то ли голавль, то ли щука вот в этих окошках. Глубина буквально 30 сантиметров. Вот он такое вытворял. Такие всплески. Тут, наверное, на мелководье небольшая рыба ночует на дне. И вот с утра какой-то хищник. А, вон малек. Ага. С утра какой-то хищник тут его очень сильно терроризировал. Но вот солнышко вышло на эту полянку, естественно, он отсюда свалил, чтобы не стать легкой добычей коршуна. Вот завтра утром именно здесь я обкидаю, возьму. Хотя обкидать тут очень проблематично будет. Видите, растут такие палочки на дне. Сейчас пойду. Вот наш лагерь. Вот перекат обкидаю здесь с этой стороны, попробуем. Вот, Костян, смотри, докуда мелко. Сюда нет смысла кидать. Попробуем на щуку поохотиться. Удача! Свою кормушку добыл. Смотрите, какая 1,5 месяца назад здесь была бурлячка. Вот ветка, она где-то 1,5 метра от воды. И вот там трава на ветке. То есть вода, вот эта ветка была в воде. И, соответственно, наш лагерь тоже был почти в воде. О, лебеди, ничего себе. Как-то тихо они тут нарисовались, я их даже не заметил. Короче, вот такая фигня. И не вимба сегодня с утра, и не хищника. Ну, пару рыбин мы поймали, конечно. Но непонятно, что утром завтра делать. Я думаю, что надо хищника. Потому что вимба что сейчас поклевывает, что утром поклевывала. Так, неохотно. А хищник, по крайней мере, утром бил. Вот надо это утреннее время для хищника использовать. Вимбу уже потом сидеть и ловить. Так, пойду в лагерь, что-то жрать захотелось. 8:40. Ну вот,
Надо каких-то бутичков навернуть. Буду дальше сидеть, вимбочку ловить. Может быть, сооружу одну донку на живца, поймаю на поплавочную удочку малька и закину на живца, на щуку. Чем черт не шутит. Вот. Ну а в обед через часика 3 где-то начнем готовить плов в афганском казане. Не пробовал я еще такого дела. Наверное, вкусно будет. Что думаете? Слушай, Костяныч, но я сейчас к лагерю шел через перекат. А Вимба бежит между ног, бегает. Да? Да. Что-то леска провисла. Ага. Не зря провисла. Кто-то хорошенький. Ух ты, Костян, смотри. О! А ведь я недалеко бросал. Нормальная. Работает эта мормышка, Кость. А я бросил вообще близко, я думал так, не добросил. Я видел. Представляешь? Красота. Вторая уже. Какая красота. Ну во, вы говорите, не клюет, не клюет. Ловить не умеете. Дёбает. Ух ты, давит как. Ну не спиннинг, так донка, да, Костяныч? Ну, конечно. 3-0. Красота. Шестерка. Большеват, да. 8. Хотя на мормышке у меня, наверное, 6 и стоит. Так хотел бутик я, Костян, сегодня с утра. Ох ты, блин. Оборвал Костян, наверное. Такая была поклевка. Не, оборвал. Я слышал, как она оборвалась. Да? Да. Ух ты, блин, есть. Кабанера. Кабанера, Костян. Кабаняра! О-о-о. О-о-о. Слушай, хорошие здесь клюют. О, вот давит. Смотри, какая мамаша. Да. Хороша мамаша. Хороша мамаша, да не наша. И сразу в садок. Смотри, какая. Обалдеть. О. Красота.
Слушай, Костян, похоже, мормышка это решение. Что ты виноват? Как считаешь? Блин, Костян, сошла, была. Таким же манером Тащишь, да? провисло. Да. Какой сильный Хорошая. мамзель. Подсак вон даже есть. Да, здоровая. слушай, Костян. Прямо, да, лопатина. Толщина-то вот. Килошка, наверное. Ну, 800. Эй, у меня долго, смотри, Кость. Ой-ой-ой, что творит. Я подтек. Ничего себе. Как, блин, можно оборвать из плетенки поводок? Не зацеп было именно? Не, ну да, было. Видно, за камушек было, я подсекал его, как бы, знаешь, зик и срезал об острый камень. А двумя топорами, двумя руками смог бы? Ну, двух топоров нет. Не разваливай. А пахнет елочка как, да? Да. Приятно. В костре, я имею в виду. Привет, велосипед, как жизнь полосата. Здорово, корова уже полвторого. У вас, Саня, как в подъездах здоровались? Здорово. По-борзому. Просто Здорово. Здорово? Был у меня тут на дысь день рождения. И моя любимая теща Галина Витальевна и любимый тесть Юрий Иванович подарили мне вот такой горшок. По сути, ребята, это старый русский чугунок. Вот он. Листики какие-то. У меня такие у бабушки были такие чугунки, правда, из чугуна. Но были алюминиевые, которые ухватом вот так вот чинц и в печку совали. Вот. Чем он хорош? Тем, что он вот так закрывается. Делается там вакуум. Ну, не вакуум, а давление высокое. А вот здесь, смотри, вот они клапаночки. Раз клапаночек и два клапаночка. Тут такие прорези тоненькие. Да. И через них... И вот еще перепускной клапан, если Да, уже да, если уже перед совсем... самым взрывом. Да. И вот они, вот эти вот клапаночки. Вот это вот ручка не очень удобная. А вот это этот страховочный. Взрывной клапан. Да, сейчас пока нам это не нужно. Мы его пока как горшок будем использовать. Временно. А потом, когда положим рис, я забыл сказать, что мы делаем плов сегодня. Захотелось пловика. Будем пловик с баранинкой кушать. Вот. Что думаешь, Саня? Афганцы плов едят? Ну, не знаю. Может быть, после этого видео и будут. Если это действительно он афганский не просто потому, что так придумали, а может быть, он Смотри, тут что-то действительно на этом, на арабском языке. на вязи. Клеймо какое-то. Да. Ну чё, ну давай пробовать. Маслица наливаю на донышке чуть-чуть. Там баранина-то свое даст масло, но чуть-чуть хуже не будет, чтобы не пригорело. Пойду поставлю в огонь на костер. Но за ручки за эти потом мы уже не возьмем. Не, только в перчатках. Лопатка барашки у нас есть. Очень вкусная. И у местного фермера беру.
все с косточками. Слушай, Костяныч, мне кажется, твоя донка провисла. Да? Не хочешь Пойдем, проверить? проверим. Пошли. Нету. Нету? О, Костян, моя дергается. Ага. Иди мою тащи быстрее. О, нифига себе. Ох, как дергается. О, хорошая, да? О, да. О, Непривычно тебе на мою катушку вверх ногами крутить. нормально. Вон она проблескивает, видишь? Ага. Ух, О, хорошая. Лопаточек. Лопаточек. Подожди, подожди. Блин, под килограмм, наверное. Крючок разогнулся. Да, ну так ты так подсек, блин. Кидай в садок. Красава. Кое-где начала коричневая корочка образовываться. И запах такой вкусный пошел от баранины. Вот, и чуть-чуть уже прибирает. Ну, не прибирает, а вот подпаливает. Самое то. Лук. О, Лука кто сколько хочет, наверное, да, Костян? ну нет, тут пропорции такие, типа вот, ну, одинаковое количество. Мяса может чуть-чуть побольше, а так лука, морковки, риса вот по одной чашке. Ну, а баранины у нас там килограмма полтора, да, Костян? Да нет, чуть меньше, наверное, кило 200, может, около килограмма. И держи. Понял, афганца морковь кубиками резать? Это маленькие брусочки, чтобы в ложку можно было положить. Чтобы удобно, они, когда длинные, они из ложки свешиваются. Ну да. В рот такой взял, у тебя усы такие оранжевые. Да, вот до сюда. Больше полосы нельзя, Да, потому что чтобы для воздуха ну осталось. для пара, для давления, да. Специи, зира, красный перчик и комарик. Только со специями. Со специями сейчас сразу, буквально 2 минутки. Обжаришь и потом рис, да? Потом водичку. Еще посолю сейчас, Сань. Белый порошок. Подозрительный белый порошок. Водичка. Тоже чашечка. Делаем зирвак, да? Да? Сколько тогда тушим, Кость? Да давай 10-15 минут. Да. Больше давай. не надо. Рисочек сорта жасмин. Это вкусный. Мною промыт 3 раза. В речной воде, правда. Но замочен в питьевой. Ах, вот оно что. Да. И он уже 2 часика
набирает тут воду, так что все. Загружаем. Да. Все, теперь закрываем. Все. Теперь. Все, затянул, да? Ровно? Да. Ну все, сейчас полчаса засекаем. 30 минут. Хорошего? Ну, ничего. Ничего, такая. О, пошла. А, подсаку возьмешь? Да. Жирненькая. Думал, латвина какая-то сидит. Давно уже, но я оттуда заметил, пришел. Шевелит, шевелит. Ну, полная плюха вышла, смотри. Толстая какая. Днем клюет отлично. Вот уже и пловик. Скоро на подходе будет. Костяныч нарубает салат. Свежайший, да, Костяныч? Вкусный, с морковкой. Ну, с морковкой даже. И помидор туда пойдет? Да, еще хочу огурчик и яблочко. Прям вот настолько. Да. Вкусно же. Пойдемте проверим нашу баню. Как там температура. Баня уже у нас топится 2 часа. Так что вечерком будем париться. Уже верхние камни шипят, нагрелись, если на них плюнуть. Сам, ты не против, что я на баню плюнул? Плюнь. Я уже плюнул. Уже плюнул? Прекрасно. Руки мыл. Она ж холодная. Пахнет классно. Да? Ага. Да. Сразу спустим давление. Не-не, пускай. Само? Да. Минут 10 тогда пусть постоит. Постоит, потом будем пробовать. Но долго нельзя. Если оно остынет в таком состоянии, ты его потом не откроешь. Вообще никак. Давление можно клапаном спустить. Да, но все равно ты его не откроешь. Да? Да. Я пробовал уже так. И молотком, и кувалдой, чем только не открывал. Потом просто на горшок, ну, на огонь поставил горшок, он пару дал, все, открылось. Ага. Представляешь? Да. Еще один раз всего есть. Не Ну, вот спустили так давление. даже, Помяни. Надо же было стравить вот так вот. Как водичка? Водичка около 10 градусов. Угу. Баранину больше, может. О, рисик. Ого-го-го. Спасибо, Костяныч. Барана дома нет. Много не Еще. Минимум 3 ложки. Можно маслом, если хотите, вон там масло. Смотри. С косточкой. Баранина отлично приготовилась.
Что говорит, да? Ну, рис немножко надо меньше держать в этом казане. В том он так не разваривается. А что, и добро. Здесь, пожалуй, рису надо минут 15, а не 20, даже 10, да. Я там ради прикола в воде поставил рогатинку. На рогатинку подвесил мормышку, одел пару опарышей. Вот она стояла весь день. Сейчас начала дергаться. Пойдем проверим, что там сидит. Маленькая, голавлик, может, под вечер сейчас. Сейчас уже вечер. Вот водичка прозрачная такая. Ага. В сторону убегает. В сторону пошел. О. Смотрите, смотрите. Смотрите, палка дергается. О. Голавлик. Сработала моя самоловка. Сработала. Так, будем отпускать. Пошел. А вон Донка клюет, батя побежал вытягивать. Я, конечно, дурак, пошел самолов вытягивать и не додумался, блин, опарышей свежих взять. Ну вот такая приблуда, палка. И вот тут на течение мормышка. Вот и вся наука. Есть. Да. Хорошенько. О, что ли, голавль? Голавль. А, ясь. Слушай, ясь. Не, плотка. Плотка. Это плотка, да. Плотка. Смотри, какая хорошая. Ну. Вот это, да. Вчера у меня больше было. Красота. Вот где-то. Блин, ребята, какой же кайф. Тишь, тепло. Уже купался 2 раза. Сейчас с Костяном резинку будем ставить. Ну-ка. Во. Сейчас будем резинку ставить. У ребят в лагере, блин, жерехи, головли, ези. А у нас только вимба. Почему? Главное, ребята хотели занять этот лагерь, но мы их опередили. Они как вроде расстроились, но сейчас они, по-моему, довольны. Прямо у них там с утра пойду к ним бросать спиннинг. А у нас плотва. В 4:30 утра. А у нас плотва, ну и вимба у нас прям хорошо И клюет. голавлик. Голавлик. 2 голавлика, да. Угу. Вимбочка А поклевывает, у но Игоря 2 щуки сорвалось. сорвалось.
Сорвалось. Банька дымится. Доночки заряжены. Уловик в животике у Костяна. Ой, красота. Что ты? Не знаю, Костян, как эта муха у нас сработает. Муха-муха. Я думаю, сработает. Залоченное брюхо. Смотри, она еще мало того, что муха с крыльями, так у нее еще, видишь, уже опарыши. Уже опарыша? Так. Как тебе карабины нормально же привязаны? Вот резиночка наша отправляется потихоньку. Держишь? Еще один крючок же. Полет отправляются. В полет отправляются червь красный дендробена, муха с опарышами, червь красный дендробена с опарышами. Добрый путь. Костян, где ты друзья. такую рогатину сделал? Откуда? Кто тебе сделал? Это ты делал? Я? Ты? Не, у меня же с электродиков сделано все это дело. Правильно. А, это может тебе батька делал? Может, Вася. За неимением. Может, я сам. Я сам? Может. Ну, Костян пойдет сейчас. Ой, рыбалка пойдет. Надоело вимбу ловить. Надо хищника. Хешника? Так я тут на Хешника. хешник это что? На головля. Муха? На головля. Мы хотим отсечь вимбу. Вимба по дну. Ага. А мы с тобой немножко сделаем такой у нас как Финт. перетяг получится. Финт очком. Финточком, да. Ну, смотри, расстояние хорошее получается. Вот так. То, что надо. А то сегодня такой ночью был облом. Когда тебе в 2 часа надо вставать, выходить на улицу и дудулить под сосну. Ага, давление возросло у тебя. Как, может, у тебя есть что-то общее с афганским казаном? Хорошо, что клапан выдержал. Клапана еще работает. Короче, поставили мы резиночку, попили чайка, достали еще парочку вимбин. Уже прям пойдем в гости, сходим к нашим соседям, посмотрим, что у них за улов. Вот, батя у них был, говорит, что улов у них интереснее, чем у нас. Вот. Ну, у нас резинка поставлена, может быть, тоже будет у нас жерех и голавль. Посмотрим. Перекатиком. Не отпустит, будет она, доклюет свое. Во, опускает. Она уже сидит. Либо мелочь, Не-не, хорошая была поклевка. но была, да, но она, я думаю, все. Да не, сидит она. Знаешь? Да. Что-то есть, что-то тянет. Есть. Он трясет неплохо удочку. Вимбасик? Да. Вимбасик неплохой. Мерный. Тоже на мормышку, да? Рыбачите? Да. Нам одни дилетанты подсказали, на что ловить. А. Кстати, вот у меня одна стоит на простую, вообще на нее не клюет. Да? А у меня нормально на простой крючок тоже клюет.
Ну, это эффективней. Нормально. О, блин, голавль прямо. Слушай, голавль двушка, не меньше, да? Кило 500. А ты голавль или это? Голавль. А голавль все-таки? Офигенный. Красота. А, батя говорил, жерех у вас. Жереха нету. А это не жерех? Не, это голавль. Не. Жерех же белый. Прикольно. Ну не жерех у них. Не было у них жереха. Был ясь и были, ну, такие хорошие голавлики. Голавликов. Я тоже хочу голавликов. Очень сильно. Поэтому завтра утречком я пойду к ним. Заранее перейду реку. И там, где у них клюнул голавлик, я там тоже хочу, чтобы у меня он клюнул. Ну, на воблера. Ну что, тоже в 5 подъем завтра? Ну да, чё. Даже раньше, я думаю, можно. Раньше. Или ты не готов? Клевала, да, действительно. Двадцать 15. Как она рвет. Рвет, да. Слушай, ну, судя по твоей удочке, может, это голавль, Кость? Что ты про этого голавля все? Что-то как-то так давит. Санька. Навстречу пошла. Ох, какая, ничего себе. Причем, слушай, да, крупняк. Крупняк и сушняк. Крупняк на сушняк. Да. Доктор Ну, Попов, нет. работайте. Не то чтобы прям здоровенная. Такая. Ну, не, ничего. Вот, О, пожалуйста. шикарно. Класс, да? Да. Так кто-то оставил из ребят, здесь спасибо. ловивший. И видишь, еще есть какой-то змееголовый. Ну чё, Костяныч, как там температура? Жарит. О, Жарит? жарит. Уже. Слушай, она аж вся задышала. О, тут смотри, есть и повесить где что-то, полотенце какое-то. Труселя положить или мыло. Не, огонь. А вторая такая вещь, это вообще палатка у нас была для душа, да, куплена? Вот душ подвешивать. 10 килограмм держит. Ну, а чё, слушай. Спасибо пацанам за каменку. Я с удовольствием сегодня попарюсь. Ну вот, ребята, скоро в баню. Сейчас еще надо половить, еще светло. Вот, еще поклевывает. Вот Костян только что достал хорошего. Бодрого вимбасика. попозже, вот перед тем, как засесть уже костерка и одеть такую одежду свеженькую, банька будет то, что надо как раз. Голавлики начали потихоньку играть, а резинка наша молчит. Что вы думаете, доктор Попов, по этому поводу? Отнюдь. Я полностью согласен. Это как-то так не давит, как предыдущий. Да. Он сидит. Ну, поклевка была зверская. Да, такая. Я даже не успел заснять. Ты как коршун Автоматическая. метнулся. Свечку сделала, видел? Да. А я не вижу, где она. Она давит. А, вон она, Вон она. да. Сань, возьмешь подсечь? Вот здесь начала давить. Давай, заводи. Вот это неплохо. Спасибочки. Белая, вот это мать. Да, длинная, красивая. Хорошая. Заглотишь? Нет, вон, за губу. За верхнюю.
Как у меня сейчас вдарило, блин, Костя. Угу. Включил камеру и все. Вот это вот попытки снять поклевку, столько рыбы упускают, мне кажется, да? О, снял поклевку. Теперь надо снять поклевку с подсечкой. Да, Костян? Сейчас водички вскипячу речной, для того, чтобы в бане поддавать на камушке. И пойду в заплыв. Не витринки, блин, птички поют. Взял я подсак. Вон, видите, куст трясется. Смотрите, вон. У меня к кусту леска привязана. Я так, ради прикола. И поводок с червем. Вон, как шурует. Смотрите. Сейчас выдернет из воды. О, гнет. Огнет. Смотрите. Смотрите, что творит. Вот трясет. Не вижу пока что за рыба. А, голавль. Плотва. Хорошая плотва. Ну, плотвинка взяла на куст. Саня пошел. О, жаркенько, Костя. Жаркенько, да? Да. Теперь я буду снимать речку, Саня, а ты издавай звуки. О. Слушай, Идет пара сверху. слушай, нехило. Пар выходит, Саня, у нее вверх с вентиляцией. Я понимаю, Костян, но ты знаешь, Хватает. я-то башкой под потолком стою. Ага. Не надо сверху накинуть. Ну, если ты хочешь прям сильно попариться, можешь сверху накинуть, чтобы через вентиляцию не выходило. Я попробую. О! Костян, красота! Верю. У меня тут тоже красота. У меня тут такие плескаются эти гаврики. О! Что, в речку? О, рачок наш вышел. Клешнями сделай чик-чик. Или так. Или. Подожди, а как? Во. Да, красный. Я, говорит, из бани иду
С одной стороны тебя Морда красная. а у тебя спина красная, Саня. Да? Ну и грудь тоже. Опа! Вот так любовно они крывают баньку пледиком. Ну, залази. А ты что разуваешься? Там трава. А, не хочешь ботинки? Закрывай. О, огонь сюда весь шел. О, ням-ням-ням-ням-ням. Что это вы тут делаете? Ух, не поверит, что в бане не был. Ты посмотри. Нет, держит, смотри, держит. Лучше, чем та моя палатка без слоя. Чтоб он видел, Что? Закрывай. Вода теплая, Костян, стала вдруг. Эти рачки живут здесь, на этом берегу. Питаются вимбой. Вот еще один. Заметьте, как он задом пятится в реку. Фишки какие-то налетели. Ракушки, блин. Хорошо, что каменка здесь была. А если бы ты мне не прислал фотку, когда ты сюда приехал? Ты же прислал мне какую-то галимую фотку и фотку каменки. Да, Я думаю, ну возьму эту хотя бы палатку, ну. правильно. Ну, хорошо. А теперь... Сейчас пойдем по второму разу. Да. Красота. Блин, благодать, Костян. Просто. Начинает потихоньку от Вимбо уже даже на перекате, видел? Может, завтра все-таки уже начнет она не рестовать. Но самцы еще не черные, да? Заметил? Черные? Ну не такие, как помнишь, когда нерест был, они прям такие Шершавые? шершавые. Как доехал, Янчик? Хорошо. Хорошо доехал. Какие мысли были в дороге? Приятные? Конечно. А ты когда получил машину-то? Все недавно вот прям? Недавно. Ну все, теперь наступила эпоха, когда какое-то время будешь кататься с удовольствием. Ну, в принципе, Volvo тоже, ну, для меня Volvo на водительском сидении хорошая машина. И рядом тоже, но сзади уже те, которые сидят, это уже Жестко. жестко, да. А на здесь Су- это На минивэн. Subaru и сзади хорошо. Не, тоже жестковато, Костян, да? Да. Суть анекдота в том, как говорил Петросян, что финн и швед за 1,5 километра с одной горы на другую машут руками и решают, кто из них пойдет вторым по тропинке. Вышел финн на улице, видит там сосед далеко, он такой. Сосед швед такой. Пойдет. Я понял. Блин, дубак. Доброе утро. 4:40 утра. И голова еще не бьет. Как там наша резинка?
пока никак. Надо будет проверить червей обязательно на ней. Попью кофейка. И тогда с Янчиком проверим. Костяна будить не буду, пусть спит. Он же на спиннинг не пойдет. Температура упала сильно. Ну какой пар от воды идет. Над перекатом селится туман еще. Ну красиво. И птицы. И чайник. В бане еще тепло, поэтому я сейчас повесил вейдерсы, пускай они немножко погреются. Неохота такие ледяные одевать. Надо было их в машину вообще положить. Были бы теплее немножко. Хотя там на сколько? На пару градусов. Пьем кофе, будем Янчика. Янчику-то время на кофе не надо, он у нас холоднокровная и горячая не ест и не пьет. Резинку проверил. Резинка ну, не то что пустая, черви на месте, ничего не подюбано. Не сработала резиночка. Ну ты посматривай за резинкой, да? Да, тут буду, да. Куст я сейчас проверю по дороге. Я буду тут переходить. Какую сторону идешь? Сейчас вот вниз с утра прогуляемся. Придем, потом позавтракаем, пойдем вверх. Ну что, как тебе спалось в твоем новом лимузине, Янка? Нормально. Жирно? Жирно. Ты теперь богатый американец? Да. Богатый американец с большой семьей. Но морда у него такая, американо-японская, да? Ну, так и есть. Вроде как японец по дизайну. А? Вроде как японец по дизайну, но все такое крупное, сразу видно, что американская версия. Да. Ну, умеют они, в общем, делать. Америкосы, да. Землю поймал. Все-таки где-то. А, да, цепанул. Как у нее мультимедиа нормально отзывается? Дает обычно, блин, надо пальцем пробить экран, чтобы сработало нажатие. Не, нажатие работает. Да? Да. Че, погнали? Ну ты за дежурного тогда. Ну вот, солнце уже начало показываться. 6 утра.
Подходим к головлиному коряжнику напротив соседского лагеря. Соседи спят, еще никого нету. У донок никого нет, еще они спят. Вот туда идем, к тому коряжнику. Вон, смотри, голавль вышел. Вот эту обратку обкидывай тоже. У них тут самый большой взял. Надо что-то более мелководное оставить. Под нож крябает. Тоже. О, в коряге. В коряге пошел. Вышел с коряг. Ну-ка, ну-ка. Парень, где ты? О, щука. А я думал, голавль. Хорошо видел, как сандалило. Булька? Булька-то нет. Ну что, отлично. Вот, Янчик, смотри, понтоновский крэнк сработал. Он по поверхности идет. Да. Модель называется «Убийца». Ах ты, блин. Ну что, Янчик, разловились мы и окунем. Маленький разбойник. Прямо в струе взял. Ну что, Янчик, были удары? Без ударов? Ну вот, пока что одна щучка. На часах уже 7:40. Кидаем много, пробуем разные приманки, но там, где был коряжник, где я щуку поймал, голавль выходит, дразнится и ни на что не берет. Температура не то чтобы очень теплая, но начинает прогревать солнышком. Сейчас перейду реку. Вот там вот перекат. Перейду на ту сторону, вот к тому утесику. И пойду еще тот берег обловлю. Там есть такие довольно перспективные карманы. Тем более, что я лоханулся, и на том берегу под самой травой вертушка у меня оборвалась. Надо ее найти. О, вимба. Вимба, видели? Вон еще вимба. Вон еще. Вот сколько вимба, ребят, смотрите. Надеюсь, что-то записалось на камеру. Ну, прям очень много вимба здесь, в этой струе. Причем вот местами она такая небольшая, а тут такие крупные были рыбины.
Я сейчас перекат проходил, вимба из-под ног убегала. А, вон стая целая, нифига себе. Класс. Ох. Вот стоит прямо, вот она. Прикольно. И видел, какие-то пескари еще мелкие плавают. Икру собирают. Хотя она же еще не рестится. Здесь почистено, здесь только не растет. А, вот на таких камушках она и не рестится, да? Видишь, как почистили? А, да, точно. Там, наверное, наступать не стоит. Ну не стоит, да. Даже если не клюет ничего, все равно здесь кайфово гулять. Янис пойдет немножко ниже, чуть-чуть пройдет. А я вот, смотрите, что обнаружил. Вот такие вот доломитные шарики. Вот интересно, как они образовываются. Непонятно. А мятушка растет. Блин. Надо будет сегодня немножко нарвать. Вечерком для чая, для сна хорошо. И в салат добавить тоже клево. А что, думаю, сейчас окушка возьмем какого-нибудь. Есть тут пару карманчиков перспективных. Вот первый. Мы кидаем. Блин, плескается вимба. Уже 6 забросов, блин, не могу никак кинуть туда, куда хочу. Куст этот меня смущает. О, сейчас кину. Вот моя вертушечка. Ну да, тут я зацепил, конечно, по-жесткому. Спасена. Вот смотрите, какая яма. Стою. Вот рядом буквально с берегом. Вот такой балкон и яма. Никого там не было. Вот в таких закуточках обычно стоит щучка. Струя идет, а рядом со струей нет течения. Вот она охотится в таких местах. Но не сейчас, видимо. Вода немножко села. Ну, прям не немножко, а низкая вода очень для этого времени года. Поэтому щука в других местах каких-то. В приямках. У тебя по-прежнему цопа не было, да? Цопа не было. Ну чё, как? Я только встал. Ага. А мы с утра пришли. Вот там щуку я вытащил. Голавль бил, но голавль ни на что не отреагировал вообще. Каменку вашу вчера испытали. Зачет. Спасибо, добрый. Что, пойдем завтракать? Пойдем. Что ты там нашел опять? А, кормушка? Кормушку. Вашу, наверное. Возможно. Видишь? Да, дядя Юрина. Напротив. Спасибо. Ну что, видишь,
Специально пришли кормушку вашу достать. Ладно, давай, пойдем мы дальше. В общем, идем в лагерь завтракать. Ну, надо, конечно, его еще приготовить, этот завтрак. Но чем мы сейчас и займемся. Костяныч, здорово. Ну чё, как? Свинбочка клюет. Клюет, да? Да? 2 достал. Молодец. А вы как? Ну я щуку. О, где? Вон у Яниса. Да, о, хорошая. Ну чё, сейчас надо что-то позавтракать. Там сыр, колбаса есть, кофе, чай. Вот Ты сами. кофе заваривал? Или Я же заваривал, но я его выпил уже. Себе заваривал. Ага. Позавтракаем, пойдем дальше. Да? В поход. Интересно. А вы туда Там, ходили? не, мы вниз ходили. Внизу очень хорошее место вимбовое. Очень хорошее. Какое? Оно такое довольно узкое, и струя идет сразу около берега. Ага. И вимба дофига идешь, и она... Так здесь он тоже хребты по перекату. А уже, да? Да, вовсю. Начинается нерест. На красно-белый спиннинг. А как же? Вот на эту вертушечку маленькую. На другую маленькую. Вот на... А, не, на поппер вообще. Ну чё, на перекат за вимбой. Смотрите, на что она лучше всего реагирует. Вот такая вот ядовитость раполовская. Вот такие ядовитые приманки прям сводят с ума самцов. Ага, гналась. Ах ты, блин. Забагрил. Блин, какая черная. Как линь. Вот это цвет у рыбки. Вот это красота. Смотри, какой цвет. Вот настоящий нерест и пошел. Черная. Да, ну я помню, как тут раз. Ну, за рот не получилось поймать. Но вот зато так вот за спину забагрилась. Ну, видели, какая черная? Черная, такая супер шероховатая и супер такая плотная. Вообще не скользит, слизи нету. Очень красиво самцы выглядят. Ну вот он и начался, нерест. Вечерком тут будет все бурбулить. Ну, по крайней мере, так должно. Уже бурбулит, но пока не настолько, что прям вот камеру поставил, и вот она. Так-то глазами видишь, особенно в очках. Ну, класс, супер. Ага. Ну вот. Здесь все как надо. Блин, какая красавица. Офигеть просто. Ох ты, блин. Сорвалась чуть. Сам себя воблером не поймал.
Ага, есть. Ух ты. Ух ты, как давит. Ага. Все как надо. Она агрессивно нападает. Бьет по блесне, атакует, прогоняет. Красивая рыба, блин, ну просто красивая. Ну что, позавтракали, половили вимбу на спиннинг и идем в поход. Я с рюкзаком, у меня там блесны, оборудование. Вот, иногда в лесу встречаются вот такие поселения местных аборигенов. Они любят стоять напротив дерева в молчаливой позе. Вот, таким образом они настраивают себя на клев. Медитативно глубоководный метод. Вот, ну а мы идем через сказочно красивый лес. Очень красиво. А внизу река. Барсучки, барсучки, барсучки. Янчик уже где-то на воде ждет меня, пока я там собирал прибамбасы. Кстати, вот здесь Игоря место. Здесь он ловит в проводку на поплавок. Вон его садок и вимба там. Место хорошее. Клевое. А где же Янчик? Бывает тут такой лес. Темный, еловый. Вот такой вот. Сплошные елки. Молоденькая картошечка. Решили сегодня сделать копченую рыбку, а к ней пюрешечку из молодой картошечки. Что такое? Не достанете? Сергей Анатольевич собирает дань на копчение рыбы. Вот это вот, ага, одна. Сколько там осталось? Вот это мы сегодня закоптим и съедим. Плотва, вимба, сырть, рыбец. Куча всякой рыбы. Надо попробовать около этого ручейка закинуть. Ой, вимба сколько там в воде. Офигеть. Посмотрите, сколько вимба, ребята. Посмотрите, сколько вимба в воде. Не знаю, вам видно, не видно. Ё-моё.
Просто под ногами. Вот она, вот она. Видите? Вот. Уже ошалевшая, очумевшая, ничего не боится. Облавливаем тенистый берег. Сейчас щука должна там быть. По крайней мере, так обычно бывает. Сейчас, конечно, Вимба могла внести своим поведением корректировки в жизнь щуки. Крупная щука вообще, наверное, сейчас Вимба питается. Черт его знает. Ну, крупная имеется в виду 3+. Под елочку. Блин, жалко. Пока GoPro включалась, здесь стоял щупак. Видите, муть пошла какая. Включаю камеру. Пух, как дала торпедой. Такая вот от этой тростины вот до сюда. Такая килошка стояла. Блин, прикол. Не испугалась же меня. Ну, пока я тут ходил, кидал. Как только он обратил мне внимание, смоталась. Ну вот, укрытие, да? Смотрите, корень. Она, видно, под ним была. Вышла немножко на охоту. Смотрите, какое хорошее место для головля и жереха. Там вот идет струя, а здесь такая, как заводь, спокойненькая. Вот это все накрыто таким деревом. Вот. Нависающим. Вот оно такое мощное, красивое дерево над рекой. Вот это еще листики, это липа. Листики еще не до конца распустились. Когда распустятся, здесь будет шикарное место для головля. В тени липы. Оба-на! Иду, подхожу к траве, из травы торпеда, щука. А рядом протаскивал, не брала. Не берет она, Янчик. Стоит, но не берет. Ну вот, из-под камня выскочил. Вот там стоит камень в воде. Кинул туда. Ну как, хватанул. Пусть бегает, рыба у нас есть. Ну, был бы большой, бы взял, конечно бы. А так, подрастающая молодежь. Спасибо на том, что взял. Жалко, блин, камера была выключена. Вот этот камень, под ним окунь не стоял. Сейчас там, по-моему, тоже есть камень. И я, по-моему, видел выход окуня. Может, еще возьмем сейчас. Там такие коряги на дне лежат. Для окуня шикарное местечко. Да и для щучки небольшой. Отрезаем сонную артерию, Ага. чтобы она ничего не поняла. Ну, а черная тоже с икрой, да? Да.
Я думал, что черные это только самцы. Подсолка. Сейчас. Теперь пару часиков оставим. Сенечку пас пошел. Надо же, ничего под крышей не стоит. Такая крыша жирнейшая, что там не может ничего не стоять. А там и стоит. Как так? Viens tikai. Jā, ja maļās nost. Kas? Viņš maļās nost. Tā vairāk tā kā uztrām. Ja. Uzkarās, viss smuku pavēl kādu metru. Ну я. Вон голавлик под корчом стоит. Вот он пошел, вон, видите, вон поплыл. Вот головли, смотрите. Вот они, красавчики. Рыбы очень много, вот идешь по таким коряжникам, вот по таким. Головли под одной такой небольшой крышей. Я подходил, стоял жерех крупный. Щуку видел. Ну не реагирует вообще на блесну. Ну вообще не реагирует. Парень местный, ну видно, который очень хорошо знает повадки. Шел с таким довольно большим твистером. На одна щука у него была такая, как у меня сегодня утром. Говорит, что-то не в порядке, что-то не так, что-то не нравится. А может, вода еще не до конца прогрелась. Бывает такое. Заняться нечем, не клюет. Вот идешь медленно, наблюдаешь, как стоит хищник. Ну ладно, продолжаем прогулку. Еще не все потеряно. Мы еще поймаем свою рыбу сегодня. Янис сегодня ловит на биг бейт. Ну как ловит? Пугает рыбу. Вот. Ну, черт знает. Может, ему повезет. Он ловит на большие приманки с мультипликаторной катушкой, с толстой леской. Приманки у него меньше 20 сантиметров нету. Но это он сейчас так. Утром-то он ловил на ультралайт. А сейчас резко переключился на мега хард. Ну что, ловим дальше. Любуемся природой. Там вдали уже перекат и скала. У меня большие надежды вот на эту заводь. У меня обычно всегда надежды на эту заводь. Если, конечно же, Янчик своим бигбейтом не распугает мою щуку, может быть, у нас что-то получится. Вот на что он ловит. Блин, тяжелая такая. Сколько? Грамм 80. Ну, кидай. Звук интересно записать. Ну, в принципе, как дикий голубь летит. Ух ты, Янчик. Блин. Я уже обрадовался, слушай. Да, пускай плывет. Удар такой был, ну прямо ртом. Блин, ребята, офигеть. Фу, блин. Ну, где зубы?
Ну вот, покоцано. И вот, покоцано. Так всандалило сейчас. Я ее не пробил, то есть протащил 2 метра, выпустила она из пасти. Просто, блин, мама. Вот это была щука, блин. Ай-яй-яй-яй. Поставил орбит как раз на щуку. Такое ударище. Ну, блин, не пробила я ее. Надо было сильнее подсечь. Жалко, что камера была не включена. Хоть бы поклевку заснял. Но это уже зацеп. Это зацеп, ребята. Блин. Вот такой вот хороший орбит от зипбейта. Очень крупная была щука, блин. Так, ну в общем в этом месте мы провели часа полтора. Ну вот кроме вимбы, которая сорвалась, и большой щуки, ну наверное щуки, блин, кто еще? Крокодил. Пока больше ничего не было. Перейду сейчас туда к Янису, к скале, и пойдем по лесу, по той стороне, к лагерю. Янис говорит, что она к вечеру, может быть, прочухается, эта щука. Ну, то есть она на крючке-то 100% не было, иначе бы она не сорвалась бы так легко. Просто я не пробил ее. Вот, кусанула и открыла рот. Вечером приду, попробую. Может быть, ее все-таки достать. Через перекат, правда, надо перейти. Но ничего, перейдем. Нифига себе, смотрите. Олень. Видимо, когда было половодье, он утонул. Да, недавно он еще остатки шерсти. Копыта. Не косуля, это олень. Сожрали его местные обитатели. Так, пойдем посмотрим к Янчику, что у него там творится, и пойдем в лагерь. Ой, у скалы прохладненько и хорошо. Нужно прятаться от жары. Ну что, дядя Янис, нашвырялся? Ни стука не было, да? Костян баньку затопил, да? Молодец. Уже можно. Да? Правда, там не прогорело еще через час. Фу. На спиннинг, да? Да. Слушай, ну все, пошел нерест, видимо. Черная, да. Черная полностью. Офигеть. Где, на перекате взял? На перекате, да. Там их Ну. видно даже. Видно, да? Да. Значит, сегодня она начнет уже шебуршить вовсю. Мишленовский повар Саня Косян. представляет свое новое авторское блюдо.
который называется мешанина. Завтрак этого пофигиста. Пофигиста? Смотри, я черненький хлебушек беру. Да. Вот так вот раз. Вот в сырик с колбаской вот так раз. Так. Что мы делаем дальше? Будет сейчас салат энергетический. Салат энергетический. Ну да. В принципе, полумясной салат у нас получится. Витаминки, Витаминки. белки, жиры, углеводы. Все есть. Все есть полностью. Клетчатка. Понятно, тоже без топлива летает. Далее, Костяныч, мы должны сделать что? А вот что. Связующий материал добавить. Связующий материал. Да? Ну ты понял, Константин. Угу. Не многовато порцаечка. Слушай, я уже Голоден? сколько? 3 часа гуляю. Каких 3? В 4:30 встал. Сейчас 8:30. 4 часа. Ага. Росинки маковой во рту не было. Слушай, это такой рыбацкий цезарь получается, да? Да. Или назовем его так, антицезарь. Антицезарь. Да. Клеопатра, значит. Ну, Здесь все есть для хорошего питания твоей кожи, волос и ногтей, Александр. самое важное в нашем деле ногти, Кость. Да. Если вдруг медведь будет нападать, То надо рвать когти будет рвать когти, да. медведю. Божечки, как красиво. Блин, Костян, как же вкусно получилось. Да? Угу. И сыр, и капустка, это знаешь, и майонезик, И хлебушек. и хлебушек. Я прям тебе советую. Прям, ну вот, И этот, и овощи в тему там для офигенно свежести. вкусно. Да? Просто офигенно вкусно. Плюс, видишь, мне сегодня понадобится много всяких витаминов для дальнего похода. Уже начала потихоньку на перекате Вимба тереться. Все-таки начинается нерест у нее. Наши последние деньки. Сегодня последний день. Завтра домой собираемся. И вот уже местами на перекате появляются горбы. Вечером обязательно снимем, как она бурбулит. Ну и сейчас пойду посмотрю. А если она сейчас уже пошла, то ее будет ночью очень много на этом перекате. И вот мы ночью придем, она как раз на этом перекате нерестится. И мы придем ночью, включим фонарь, посмотрите, какое будет зрелище. Вот просто она, как дельфины, будет из воды выпрыгивать сотнями. Ну ладно, ближе к вечеру будет видно. Она сейчас только-только начинает. Тем более сейчас утро. Вот часиков 4, когда все прогреется уже еще больше, то она начнет буруздить. Сейчас пойду на спиннинг, покидаю на перекате. Самцы сейчас должны быть агрессивные. Они должны будут нападать на приманку. И они сейчас такие красивые, черные. Очень быстро поменяла цвет рыба. Вот буквально на градус там, наверное, поднялась температура воды за эти пару солнечных дней. И все. Самцы стали черные с оранжевыми брюхами. Так, пойду за спиннингом. Сейчас попробуем на этом перекатике ее достать.
Смотрите, как Вимба штурмует струю. Сейчас покажу вам, как Вимба штурмует струю. Специально подойдем. Подойдем вот в это местечко. Ну что, Костяныч, долгожданный торжественный момент по закапчиванию. Ольховые. Для жирика. Угу. Два яруса будем, да? Рыба 2 часа солилась. Потом... Потом, с икрой даже? да, потом вымочилась. Подожди, с икрой? Да, да, да. И такого цвета? Да. Я думал, самец. Самец. Главное, чтобы к стенкам не дотрагивалась кость. Угу. Второй ярус. Раз. Во. Раз. Три. 4. 5 вимп и 2 плотвины. 6. 5. 5 вимп и 2 плотвины. А это, друзья мои, осиновый кол. Чтобы рыба вампирская, не дай бог, не восстала. Ну ты, Костяныч, блин, очень злостный конкурент Петросяна. Засекай, Костяныч. Засек. 20-30. 20 минут коптим, потом снимаем, и она, пускай потом еще 10 минут стоит. Да. Там уже все. Тот край. Ты ее, Костяныч, пахнет что-то вкусненькое у нас. Это у нас зажарка для картошки по-зашкварски. Картошка по-деревенски. Картошка по-латгальски. Главный секрет — не отходить от сковородки и все время помешивать. Здесь заложена молодая картошка с солью и переча. Мы перегружаем зажарочку сюда
Кого ты там поймал? Пакеш? Забагрел. Какая интересная рыбка, да-ка? Их таких много на перекате я видел, Янис. Да? Да. Не голавль, не жерех. Это что-то лосось. А лососевого плавничка нету. Нету, да. Но они, я так понимаю, Змееголов. они, я так понимаю, икру едят, Янчик. Потому что я вот там видел, где вимбы трутся, их там очень много. Да. Не пескарь Я еще думал, что и это не такое? гальян. А это может быть малек вимбы вообще? Не знаю. Да не, что он полосатый такой. Ну, мальки ж бывают разные. Потому что смотри, плавнички. А нос? Ну, по носу. У него рот вверх. А, а рот, вимбы вниз. рот вверх, Может, кто-то подскажет в комментах. Ну, пишите в комментариях, кто знает, что это за чудо-юдо. Сергей Анатольевич предлагает в картошку его запустить. Мне кажется, супчик у нас там получится. Ну, Костяныч, а у нас знаешь, какая цель? Когда это сварится, мы это перемешаем, у нас получится такая Жиденькая пюреха пюрешечка. вкусная. Вещь. Я как раз такую хотел. Угу. Чтоб не сухая была. Ну, Полчаса, я думаю, хватит за глаза, да? я тоже думаю. Когда зашипит, засекаем 15 минут. Ну что, давай посмотрим, как наша рыбка, Костяныч. Да, давай. О! Полностью готово. Ой, камера захотела. Отлично. Че, будем пробовать? Ну, пусть она поостынет. Нет, тут надо теплую. Ну давай пробуй. Дегустейшн. Дегустейшн. Ну все в порядке. Ну какое брюшко. Красота. Каким ножом надо? Ножом для рыбы. На рояле, что ли? Ну, все как надо. Наверное, зря закрывали ему этот клапан. Да не, все отлично. Если бы открыть, она по суше была. Воду А испарила. по суше тоже плохо. А так, наверное, она такая, как на пару, нет? Да не. Паровато. Оно не особо стало, что копченое, как духовка. А, ну может зря этот дымный клапан закрыли, да? Вот я про это говорю. Вода осталась там, и она вся ушла в воду. Ну может быть. Ну а так что, невкусно? Вы едите. Не смотрите. А я пожую, да? Ага. Не смотрите на меня. Особенно ребрышки хочу попробовать. Ну дашь мне кусочек 100%. ребрышка? Это мое любимое. А там икра еще, ё-моё. О, с икрой? Да. Ну-ка, как там икра выглядит? Офигенно. Золотистая. Золотая икра. Можешь немножко отщербить икры мне? О. Давай, Косян, я тогда только икру буду есть. Ты наглая. Наглая рыжая морда, как говорят, да? Какая икра. А Хорошо, какие- что Янчик икру не любит. А какие ребрышки? Ну, Костян, сейчас открывай. Гравицапа открывается.
Так это то, что я хотел, Костян. Сейчас это все размешать и будет самое-самое то. А просто перемешать все. Она как такая. Она будет такая, как толчонка получится. Вот именно это я хотел Наверное, с в этим дребезги. бульончиком. Класс. Какая-то полумелкая соль. И поперчить, Костяныч. Жиденькая, да? Я вот хотел жиденького, блин. Супа давно не ели же. Уже сколько? Картофельный суп, да? Суп пюре из картошки с Беконом? ветчиной. Луком и укропом. Очень вкусно, Костя. Можно вимду покрошить. То, что надо. Вот супчика не хватало. Картофельный суп. Знаешь, как получилось по вкусу? Как гороховая каша. Да? Если грибов добавить, вообще. Очень вкусно, Костян. Совместными усилиями, как всегда. И картошка, блин, так разварилась прямо в этом казане. Я ее давил, она такая же, как, не знаю, с чем сравнить, как крем внутри эклера. А если он не внутри эклера, он другой? Да, вот как крем. Костяныч, в баню пойдешь? Не, я хочу рыбу половить. Ну, полови. Спасибо тебе за приглашение. Да, сегодня похоже температура. Ой, какая температура. Я еще камней наставил. Сань, надо чайник налить, поставить. Вся кончилась. Да. Воды зачерпни просто за бортом. Ну, Кашалот 1,5 часа. а около. Жирный костерок, да, сегодня? И красивый. Костян, показать тебе, как этот костер регулируется. Видишь, рукоятка? Да, рукоятка. Сейчас я ее подниму, эти два сложатся, Да, ну да. и я положу это назад. Оп, надо подвинуть. Оп. Да. Сейчас там, когда прогорит ложбина, он будет прям вообще полыхать. Да, вот это костер. Не то, что эти 3 веточки
Но эти 3 веточки, плюс все время их надо регулировать. А тут равномерное мощное тепло. Тяга, потому что есть. Тяга есть. Тяга. Тяга к теплу у меня просто. Да-да-да. А утром я вот сегодня... Вчера я положил 2 таких бревна, Это да? было 2 звезды, 2-звездочный костер. Это был, да. А это уже 3-звездочный. Это был 2-палый. А это 3-палый. Нет, это как в отеле. Как в отелях, да. Ну так вот, Костер было вчера 3 2 звезды. бревна. Да. В 5 утра я ставил чайник. И осталось по четвертинке. И они вот так, они ложились всю ночь. И чик, остались вот так 2 четвертинки и горели. Крышечки говорят. Все, На углях. да, все горячее. Чайник поставил, сразу же. Да, обломно костер с утра зажигать, когда все Да. еще такое после росы. Вот. Но сегодня у него шансов меньше. Да? Да, потому что когда их 2, они медленно довольно горят. А сегодня есть это 3-я, и до утра не продержится. Мы когда я спать пойду, я ту большую кочергу положу, и пускай это все клеит. Мне кто-то сказал как-то, что передачи про путешествия смотрят люди, которые, не могут поехать в путешествие. Не получается у них по каким-то причинам. Как ты согласен вот с такой постановкой вопроса? Ну, скажем так, это не аксиома, Ну да. это не относится ко всем. Просто в том числе и те люди, которые не могут поехать. Вот, например, мы приезжаем на рыбалку. Все рыбаки, которые нам уже встречаются, нас все знают, правильно? Но раз они нас всех знают, значит, они все смотрят наши передачи. Ну да. Ну, а у них же есть возможность поехать на рыбалку, раз мы их на рыбалке встречаем. Да. То есть, Костяныч, из этого следует... Иногда из этого ничего не следует, Саня. Сегодня, по-моему, потеплее ночь будет. Вчера задрыг, замерзла. Сегодня как-то так, и он не застегнутый даже сижу, и мне не холодно. Или такой костер у тебя? Костер и отсутствие ветра, Костя. Да, вчера я сидел, как-то мне бока подмерзали чуть-чуть, и сегодня прямо хорошо. Классно сегодня. Спасибо, друг. Пожалуйста. Ну что, Костян? Я на рыбалку. Давай, ни хвостика, ни чешуйки. Ага. Мне тут У меня коробочка есть всего. без водок надо будет? Надо будет. Есть. Ну если на Вимбу нет, тогда есть. Ну, на Вимбу этот не пойдет. Не,
Ну, ты потом вот так поставишь. Только, Саныч, давай. Чао! Хорошей охоты! Клюет? Одну поймал? А что ты удрал? Там панцак горячий. Тут смотри, подземный. Течет, видишь? Потом под землю. В пещере течет дальше. Это здоровое, знаешь, где взяла? Вон где. Видишь, где течение там в одну сторону, в другую, в третью. Короче, там, где стоит вообще, как бы пузыри почти стоят на месте. Вон там в одном месте они почти стоят. Тут будем ловить? Да, вот он, это заводь, где щука живет. А там вон перекат. Видишь, струя только под берегу тому идет. Вот там вимбу ловят. Приходят там, вот сидят правее этого скалы. Не очень сидит. Не, вот там сидят, совсем ниже. В скалу кидают. Ну, в эту струю. А тот перекат, где очень много вимба, там вот 100 метров вверх. Там так мелко очень. Там ее очень легко ловить. Интересно, лебеди спугнули щук, не спугнули, когда улетали? Надо же, прямо именно отсюда взлетали. О, какой. Видел, где взял? Смотри, хороший голавлик. Да, толстый такой. Ложу сумку. О, морда у него, конечно. Как у сомика. Ну, толстенный, смотри, наелся как. А взял, знаешь где? Вот где эта струя. И рядом со струей сразу стоял он. О, пошел. Недолго церемонился. Сразу стартанул. Ага. Ух ты, сорвалась, видел? А, ты, блин, зацепил.
Но все-таки навстречу лучше кидать, в морде ей. О, смотри. Какая. Ой-ой-ой, сколько тут. А вниз не прогнать. Их проще вверх гнать. Вниз, видишь, они не идут. Они меня обплывают вокруг. Во, пошла сюда. Не так-то легко. Вот это да. Смотри, как она нерестилась. Вся вон подранная. Да. Вот, от камня чешую дерет. Глаз побитый, смотри. Вот она дуреет там. Да. Это вот как сейчас? Ну как думаете, стоило вставать сегодня? Без 15:05. Ну ради прогулки, наверное, стоило. Утро красивое. Один голавль, одна вимба у нас в улове. Иду в лагерь. Надо попить кофейка и посидеть, отдохнуть. Кусочек все-таки довольно большой шлепать до этого места от лагеря. А так как мы здесь уже 4-й день и 3-е утро, я встаю до 5 утра, ложась в 12. О, уже так силы на исходе, если честно. Вот. Но зато свежий воздух. Сейчас приду, наверну из котелка картохи с ветчиной. Посижу у костра. Ух ты. О, что-то есть. Голова. Ага. Голова. Хорошенькой.
Сработала резиночка-то. Рано, поутру. Смотрите-ка какой красавчик. О, здоровенный. Вот это да. Опа. Ребята, какой голавль. Шикарно, да? На муху взял. Класс. Тут, наверное, блин, под килограммчик. Грамм 700 точно. Санька порадуется. Хотел головля. Ну что у вас? Есть большая щука? Нет, Костян, А у меня есть голавень на резинку. на резинку, да? Здоровенный голавень. Голавль. А я его называю голавень. Ну, то есть она провисшая была, да? Нет, она стояла спокойно, я думаю, плотва уже сдохла, Да. думаю. И вдруг в определенный момент как дудун, 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 дудун. На Я камеру снял? Снял на камеру такой, вытаскиваю его. Ну, такой грамм 700 Но как вытаскивал, не снял. снял, поставил на эту, А, на да? бревнышку снял. Ну, молодец. Ну, он у тебя в садке, пойди посмотри. Хвалитесь. Вот, садок номер 1. 4 штуки. 4 штуки. Здоровые. Самцы. Пошли дальше доставать. Вкусная ж копченая лимба была. Особенно, когда чуть-чуть подостыло. Муа. Оторваться невозможно. Если бы не косточки, вообще было бы. Оторваться, идеально. Костяныч, можно всегда. Даже в подъезде. Садок номер 2. О! Голавль. Голавль. Костяныч, резиночку не зря ставили. Да. Какой голавль? Не хилый? Да, у меня меньше сегодня был. Сильно длинная. Да, красота. Ну, длинная, зато смотри, как рыба сохраняется. Там лучше за бревно. Третий. Что это? Третий садок? Третий. Елки зеленые. Вот это да. Угу. Садок номер 4. Поповской. Ну, тоже приятственно. Ничего такие, да. Ну что, господа, зрители, рыбаки, лагерь оставляем в чистоте. А бутылки 5-литровые, которые мы брали с собой, я вот воткнул палку. И ходили за водой. Я воткнул палку и так оставил, для того, чтобы люди за водой могли на ручей ходить. Эту заберем. А так, в целом, чистота, порядок. Костяныч, Да. как ты, доволен остался нашей поездкой? Абсолютно. 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 Головня поймал? Головня поймал. Все, смотрите наши выпуски в дальнейшем.
Всем пока. Помашите маме.